Так, господа, добрый день. Так, значит, смотрите, у нас произошла такая интересная штука, что такое ощущение, что удалось наконец понять, в чем состоит процесс старения. То есть появилась правдоподобная теория старости, и, как правило, сразу же легко стало понимать, как с ней справиться, с этой самой старостью, да? Ведь наша одна из главных проблем, которая всегда была, она состояла в том, что не было никакой правдоподобной теории старения. То есть появлялись такие, сякие, третьи, четвертые, пятые, шестые, седьмые, восьмые, девятые, десятые. А ничего не работало. То были активные формы кислорода, то был некий ген старости, даже помните давным-давно. И искали этот ген старости. И, разумеется, не нашли, потому что нет никакого гена старости. Да, и чего только еще другого не было. Вот такие вот эти вещи. Но вот сейчас удалось. Что это такое, как это такое, что это такое, в чем состоит эта теория? Эта теория состоит в следующем. Что у нас есть клетки старости, так называемые клетки зомби или сенесцентные клетки. Это клетки, которые перестают делиться, и слава богу, что перестают делиться, но которые не умирают. То есть у молодого существа, молодого человека, им посылаются таким испорченным клеткам определенного рода сигналы, и они переживают апоптоз, то есть самую свою собственную ликвидацию, свою собственную смерть. А здесь они не живые, не мертвые. Свои прямые функции они не выполняют. Более того, они заражают весь организм продуктами своего воспаления, то есть продуцируют всевозможного рода агенты. И эти агенты, они по большому счету у нас получается, что отравляют метаболизм вполне здоровых функциональных клеток. Но вот у старого человека их таких клеток в организме насчитывается аж до 30%. То есть очень много. И потихоньку они его съедают, потому что все больше и больше клеток в различных органах превращаются в эту сенесцентную форму. И вот так протекает старость по большому счету. Это один из аспектов старости. С ними давно предлагали каким-то образом бороться. Были зверские рекомендации. Вы помните, достаточно давно, 5-6 лет назад, здесь был стрим, когда предлагался, вообще говоря, некий препарат, который убивал, опознавал эти клетки и их убивал. Понятно, что он, скорее всего, бы обладал бешеной токсичностью. И, конечно, он, не поступил ни в эксплуатацию, ни во что-либо еще. Но от чего они образуются? Откуда они образуются? Образуются они, не было понятно почему. И до сих пор не очень-то понятно, откуда делается. Но было высказано некоторое предположение, что они в момент своего воспаления продуцируют определенного рода сигнальные молекулы. Эти сигнальные молекулы с кровотоком попадают к другим клеткам, и все клетки потихонечку начинают переходить в это самое сенесцентное состояние, то есть в это состояние клеток зомби. Это вот была высказана такая точка зрения, на чем она была основана по большому счету. Ну вот, например, на парабиозе, как вы будете смеяться. Вот то, чему мы посвятили тоже достаточно большое количество стримов. Что это такое? Это когда переливается либо кровь, либо плазма крови от молодой особи к старой. И таким образом возникает существенного рода омоложение. И вот такого рода процесс, он действительно считался маргинальным долгое время. Вы помните, что известный марксист, то есть идеолог марксизма Богданов, создал институт крови, занимался переливанием крови от молодого партнера к нему самому, то есть партнеру старому. И на 11-м переливании крови скончался, потому что дело происходило в начале 20 века, о переливании крови знали очень мало, и так далее, и так далее. Он просто взял и умер. И вообще говоря, эта тема с переливанием крови от молодого организма к старому, она была скомпрометирована, и ее вплоть до начала 21 века, значит, на нее не обращали внимания. Но на 21 веке появилось несколько работ, это супруги Конвей, вы же помните, Ник Добрый и прочие, которые показывали на самом деле, мы их разбирали в этом качестве, авторы этой статьи тоже этой штукой занимались, которые показывали, что действительно при переливании плазмы крови от молодых мышей к старым
у старых мышей каким-то образом возникает определенного рода улучшение общего состояния. И эта точка зрения длительное время опять была маргинальная, хотя начали статьи появляться в журнале Nature. Это первый момент. Второй момент, который мы тоже разбирали, было предложено теми же супругами, как они, Конвей или Конбой, не помню уже, как ими было ими предложено, что давайте мы не просто не будем заниматься, значит, переливанием крови, а мы просто будем разбавлять плазму крови физиологическим раствором с альбумином. И действительно получились определенного рода эффекты, притом эффекты были значимы. И, например, Ник Добрый, будучи не очень добрым человеком, начал предлагать людям, поскольку это разрешенная медицинская операция, вот таким образом разбавление, то есть как это в Калифорнии происходит, разбавление плазмы вот этим физиологическим раствором с альбумином. Это то же самое возникает. Что мы здесь видим? В самом деле мы видим то же самое, что представь себя, и есть какие-то сигнальные молекулы, и мы их в случае парабиоза просто-напросто заменяем на сигнальные молекулы молодого существа, а во втором случае мы просто их концентрацию уменьшаем. Уменьшаем концентрацию сигнальных молекул за счет разбавления плазмы крови физиологическим раствором с альбумином. И у нас возникает определенного рода улучшение в состоянии. Но интересно, что здесь совершенно непонятно, что это за сигнальные молекулы. Мы также обсуждали вопрос о деятельности Гарольда Качера. Вот он придумал некоторый препарат Е5, получающийся из крови животных, или там из их органов, непонятного тоже состава. Ясно, что туда входил тот же самый раствор с альбумином физиологически, еще что-то входило. И если его можно было колоть мышкам, то мышки начинали себя лучше чувствовать. К сожалению, они не стали дольше жить, разве что чуть-чуть. Но вот они стали лучше себя чувствовать. Опять та же самая ситуация. У нас есть некоторые сигнальные молекулы, мы их предполагаем, что они у нас там действительно есть. И они носят межвидовой характер, и мы их в кругу других десятков, а то и сотен тысяч молекул, сигнальных молекул, взятых из крови других живых существ, добавляем в кровь мышки, в сущности. То есть это плазма свиней, по сути, была главный его эксперимент. И их состояние улучшается. Так вот, вопрос, в котором себе Гарольд Качер отдавал себе полный отчет, он и состоит. А что это такое? Что это за сигнальные молекулы? Как их идентифицировать? Это же очень важно. Если тут же мы просто-напросто бьем, что называется, по площадям. Просто есть старое существо некое, у него куча вот этих воспалительных сигнальных молекул. Мы берем их, разбавляем физиологическим раствором с альбумином или плазмой крови, взятой от молодого человека, от молодого существа. И есть улучшение. Но ведь мы самого процесса не узнаем, мы понять не можем, что это такое, что это за сигнальные молекулы. Оно, две, 3, 4, 5, 6, 10 их. Но я думаю, тоже 10. Но, по крайней мере, одну вот сегодня группа корейских товарищей из медицинского колледжа Сеульского университета и по большому счету нашла. Она до этого занималась тоже исследованием парабиоза вот этого самого. И своими руками, и своими глазами видели, что это эффективный метод на самом деле. Так вот, он называется, как вот этот препарат, по-научному называется HMGB1, а попросту он называется амфотерином. Амфотерин – это такой не очень большой пептид, то есть не очень большой белок. У него, как и у многого в организме, есть двойная функция. Первая функция, то, что мы сегодня имеем, она состоит в следующем, его двойная функция. Он занимается тем, что, присоединяясь к ДНК в клеточном ядре, перераспределяет молекулу ДНК на хроматине. Да? Что такое хроматин? Ну, хроматин – это как бы белок, на который ДНК намотана. Ну, как вот веретено, она на хроматин намотана. И он, когда раздвигает и передвигает вот эти по хроматину вот эти намотанные куски, значит, этого ДНК, тем самым он каким-то образом тоже влияет на существенные внутриядерные процессы, да, связанные с транскрипцией. Вот он на них каким-то образом влияет. Но у него еще есть и другая функция. Если у нас клетка болеет или еще хуже умирает,
подобного рода белок, амфотерин, я напомню еще раз, он выбрасывается наружу и работает как цитокин. Что такое цитокины? То есть мы на сегодняшний день всякую вот эту мелочь, которая у нас плавает в крови, в плазме крови, по большому счету и влияет на физиологическое состояние всего организма, делим на две части. То есть это цитокины и гормоны, соответственно. Гормоны вырабатываются специализированными органами какими-нибудь, ну, например, там, инсулин или чего-либо еще. И он путешествует по всему органу и описывает и оказывает влияние на все клеточные процессы, которые только у нас есть. Вот такого рода. Или у нас есть цитокины. А цитокин работает, как правило, более локально, хотя амфотерин не такой. Он работает локально, то есть у нас есть клетка А, она что-то хочет сделать или сказать клетке Б. Тогда она выпускает из себя с поверхности цитокин. Этот цитокин, не попадая, прилепляется к другой клетке Б, не попадая внутрь, сообщает и чего-то, это сигнальный его характер. И с клеткой Б происходит определенного рода изменения. Ясно, что, как правило, это работает для соседей, но вот в случае амфотерина, например, и ряда других препаратов, да, белков, это работает на протяжении всего организма. То есть это опять разносится по всему этому самому потоку, и вот чего-то такого вот происходит с ним. Разное, таких очень. И вот этот самый HMGB1 или амфотерин, он оказывается достаточно важен. Неожиданно выяснилось, и это было достаточно сложно понять, я думаю, что у него есть три формы. Ну, три формы было легко понять, но результат был неожиданный с этими вещами. То есть бывает восстановленная форма, то есть это чистый амфотерин. И бывают у него две формы, связанные с другими простейшими веществами. Например, дисульфидная форма, когда нам сегодня не важна, ну, это, соответственно, дисульфидная форма. И бывает, вообще говоря, форма, когда у нас вот этот амфотерин активно окисляется в различной степени кислородом. Так вот выяснилась одна интересная вещь, что обычная, то есть не окисленная, восстановленная форма вот этого самого амфотерина, она делает так, что превращает обычные клетки в клетки зомби люминесцентные. Механизм определяется следующим образом. Как происходит старение, согласно этому механизму. Стоит следующим. По каким-то причинам у тебя возникает некоторая, значит, это колония синесцентных клеток. Потом эти синесцентные клетки начинают выбрасывать большое количество амфотерина вот этого самого в его восстановленной форме в межклеточное пространство. Оно разносится кровотоком по всему организму, и везде начинают возникать колонии синесцентных клеток. Эти новые колонии синесцентных клеток у нас опять-таки выделяют еще больше амфотерина. Этот амфотерин опять разносится кровотоком и так далее, и так далее. И общее состояние организма, оно ухудшается. Поэтому сразу же задается некий такой фундаментальный вопрос, что мы с этим можем делать на самом деле. Ну, есть два способа, как с этим бороться. И оба способа, вообще говоря, ученые из Сеульского университета, они нам продемонстрировали. То есть первый способ, который он состоит, это просто-напросто убрать вот этот самый восстановленный амфотерин из кровотока. То есть использовать определенного рода антигены, антитела надо использовать и его убрать оттуда. Это тоже можно сделать. Там есть определенного рода сложности, о которых я скажу позже. Это первый момент. Второй момент, который у нас есть. А давайте-ка мы его окислим. У нас же окисленная форма, она по большому счету не работает вот так. Работает только восстановленная, так называемая HMGB1. Вот такая что-то. А ОКС HMGB1, она так не работает. И вот это тоже сделали. Вот таков смысл всей этой идеи, значит. Вот такая вот она оказалась, по большому счету, идея вот она. И она оказалась исключительно плодотворна. Было показано, что подобного рода препараты работают именно как работают. Значит, первое, что им удалось сделать, они взяли мышек и молодым мышкам начали добавлять большое количество, очень много, 5 мг на килограмм массы, вот этой восстановленной формы амфотерина. И они начали превращаться в стареньких мышей. Наоборот сделали стареньких мышей,
И начали делать с ними двумя способами. В одном случае просто пытаться убрать из организма вот эту восстановленную форму амфетерина, а второе, значит, это способ, это ее просто-напросто окислить. И опять-таки мышки быстрее прыгали, мышки быстрее плавали, у них быстрее заживали раны и так далее, и так далее. То есть эффект на самом деле был. Я вот, прежде чем мы начнем, собственно, читать статью, хочу обратить ваше внимание. Найдена, может быть, единственная, может быть, одна из 1000 молекул, которая отвечает за процесс старения. Раз. Во-вторых, подтверждена вот эта самая теория. Ну, может быть, она не единственная, конечно, но вот такая. Вот эта теория, которая позволяет нам объяснить, почему был частично успешен парабиоз, почему было частично успешно переливание крови, то есть разбавление плазмы крови физиологическим раствором с амфетамином. Почему сравнительно успешен был Гарольд Качер со своими препаратами, полученные из плазмы свиной крови, да? Вот со всем этим. Почему они были? Да вот именно поэтому. Но люди, конечно, нашли конкретно терапевтическую мишень. То место, куда можно бить. И вот вопрос. Оно единственное или оно не единственное? Есть здесь момент синергии. Может быть, есть еще несколько подобного рода веществ. Вот несколько еще, которые либо усиливают, либо изменяют подобного рода действия. Вот что-то такое. Это интересный факт очень. То есть, по крайней мере, есть большая проблема, что, например, мы можем убирать или окислять, значит, амфетерин, значит, но просто в живом организме на самом деле там среднее действие после введения оно составляет порядка 17 минут. То есть эти процессы гомеостаза между восстановленной формой и окисленный, вот такой маятник специальный. Он вот так работает как-то. Ну, есть и препараты, то есть можно понять пути, по которым они блокируют эти воспалительные процессы. И вот, например, один из них, и он здесь тоже разбирается, что есть такой мелатонип, препарат есть такой. Он занимается тем, что лечит им специфическую форму рака, так называемый миелофиброз. Да? Это когда клетки, отвечающие в организме за кровосток, за образование крови, да, они заменяются на фиброзные, то есть на посторонние клетки. Вот такого рода мелатонип такое уже бывает. Он работает, он, самое главное, апробирован, он и известен, этот антираковый препарат. То есть миелофиброз очень редкое на самом деле заболевание, но бывает. И он вот отчасти вот эти последствия вот этих разрушительных действий амфетерина, он на самом деле влияет. Я хочу обратить опять раз ваше внимание на это. Мы все движемся по одному и тому маршруту. Вот Парабиоз, Богданов, Гарольд Качер, так далее, так далее. Но вот то, что они делали, по большому счету, Ник Добрый там, они чего делали? Они просто уменьшали за счет разбавления или за счет замены вот эти сигнальные молекулы. А теперь понятно, какие-то сигнальные молекулы. Об этом Гарольд Качер говорил, что очень скоро будет говорить, будет понято, что кто это именно так работает. Вот. Его, кстати, обратим внимание, что эта точка зрения, она там 10 лет назад считалась маргинальной. Единственная первая статья, где она была опубликована в научном журнале, это у нас, это трудами Владимира Скулачева, о котором я неоднократно нелестно отзывался. Что здесь еще, если мы вспоминаем Скулачева? Что здесь еще интересно? Мы помним историю с активными формами кислорода. То есть считалось, что есть активные формы кислорода. Они проникают куда-то там, в случае Скулачева, в энергетическое депо клетки, то есть в эту самую в митохондрии, и все там разрушают. Поэтому с активными формами кислорода надо бороться. Но вот ионы Скулачева, они это способ такой как раз борьбы с активными формами кислорода. То есть прицепляется к некому транспорту, транспорт бывает в митохондрию, и там помогает несчастной митохондрии с активными формами кислорода бороться. Я хочу обратить внимание, что здесь все прямо наоборот. То есть обычная, нормальная, восстановленная, то есть не окисленная форма, она вызывает старение, а окисленная, в том числе активными формами кислорода. Форма амфетерина, она у нас не вызывает, значит, никакого действия не оказывается. Она совершенно стерильна. Вот такого рода история, которую я вот примерно хочу рассказать.
Давайте я переключусь на статью, и мы на нее одним глазком посмотрим, на самом деле. Да, я сказал, да, что ее впервые нашел. Там 2 человека публиковались на телеграм-канале у нас. Антон Князев первым нашел. Вот. Такая вот у нас есть статья. О, видите, какой-то тайм-аут он вешает. Тайм-аут вешает. Вот эта статья. Мы, значит, посмотрим, кто из них кто есть. Значит, все корейцы. Ну, вот здесь, между прочим, это, прошу прощения, корейцы-то корейцы. Главный из них Ох Хи Чон, да? Но я замечу, что здесь наши любимые конвои, о которых мы разбирали раз 5, наверное, стримов посвятили. И Майкл, и Ирина. Ирина обычно очень говорливая, она общается с народом. Но здесь вот не она. Ну вот считается, что Ох Хи Чон здесь глава этой штуки. У нее есть тоже работы по парабиозу и так далее. Кристофер Уалли. Но в основном вот корейская команда. Вот такого рода команда, мы ее вот на сегодняшний день наблюдаем. Так, вот видно будет и не видно, если я это открою. Значит, суть экспериментов, она состоит в следующем. Используются 2 вида. Используются живые мышки возраста 3 месяца, молодые, 15, пожилые уже, и старые, по-моему, сколько? 24, то есть совсем старые мыши используются. Первый вариант. Второй вариант. Берутся клетки. Значит, берутся клетки всевозможного рода. Фибробласты в основном. Это легкие. Это крайняя плоть, да? Вот их берут. Что-то там еще берется. Но я что-то на крайней плоти залип что-то и как бы остановился читать. Но в основном исследуются легкие, конечно. Вот, они вот так берутся. И вот здесь у нас есть вещь. Берутся вот такие клетки и в пробирке, значит, подвергаются страшному стрессу. Вот подобного рода стресса — это мощное ультрафиолетовое излучение. И они начинают от горя выбрасывать вокруг себя большое количество вот этих самых молекул амфетамина. Вот они, значит, это бывает. А сами они переходят вот в эту самую ситуацию синесцентного состояния. Вот такие вот с ними вещи происходят. Вот. Значит, смотрите, что еще дальше происходит. Вот его можно окислить, вот этот амфетамин, или убрать каким-то другим образом. И тогда у нас эта клетка через некоторое время восстанавливается и переходит в нормальную форму. Если этого не будет, она будет проходить в ситуации с сонесцентом. Вот. Ну вот здесь есть такое еще вещь, значит, так называемый секреторный фенотип, ассоциированный со старением. То есть у нас есть среда межклеточная, она богата всевозможными родами веществами, и вот ее можно тоже описывать как фенотип внутренний, да, и вот его часто ассоциируют со старением. То есть у стариков это один фенотип секреторный, у молодых людей он другой. И здесь вот этот секреторный фенотип, ассоциированный со старением, при подобного рода терапии переходит в свое нормальное состояние. Да конвой так Нобелевскую премию получат, блин. Я что-то как не обратил внимания, что они тоже соавторы этой статьи. Вот такую вот эту вещь, они вот это ее получат. Вот такая вот рода история, такой у них эксперимент. Сейчас мы его уберем и посмотрим дальше. Или я сейчас, секундочку, может быть, вот так лучше поступить. Ага. Так, вот может вот так еще. Давайте посмотрим на картинку тоже на некоторую. Вот. Картинка, значит. Может быть, она не так будет видна. Я ее сейчас, если я ее увеличу, и буду по ней ползать вот каким-то образом. О. Значит, тоже, вот обратите внимание, у них есть опять эти клетки легкого. Там были мышки, а тут клетки легкого. Берутся эти клетки, тоже обрабатываются жестким ультрафиолетовым излучением, переводятся в состояние старения. Но если вы ездите на юг, вы знаете, что чем больше вы на юг ездите, тем быстрее вы стареете. К морю, там, отдыхать. Ну, знаете, да, такие вещи. В общем-то. А вот в одном месте, значит, их убирают, значит, эти формы восстановленного амфетарина вот по одной пути, а в другом просто добавляют, по-моему, антигены к иммуноглобулину. И вот происходит следующая вещь. Сейчас я ее покажу.
Видно, наверное, как сейчас посмотрим. Так, минутку. Где я? Где? Вот, и у нас происходит сравнение таких вот вещей. Вот это особенно важно на этой картинке, на нижней. Эй. Покажись нам. Вот. Вот всякие есть белки по разной степени знаменитости. P53 совсем знаменитый, P16, P21. Чем их больше в плазме, тем хуже, тем клетка старее, значит. Вот она бывает. И вот их сравнивают, те, которые подвергались терапии, которые не подвергались. И вы видите, везде происходит вот подобного рода улучшение. Притом достаточно сильное. Теперь вот здесь тоже посмотрим. Нижнюю. Вот с самого начала, просто после удара ультрафиолета, здесь потом у нас контрольная партия, по большому счету, и в конце концов обработанные против восстановленного амфотерина клетки. Мы видим, как по белку P21 и P53 какое сильное улучшение у нас возникает. Ну и вот здесь тоже вот эта картинка есть. Здесь он сравнивается, да, по P21 и P53. То есть вот таков наш вот этот самый процесс. Сейчас вернусь я к себе. Оп. Оп. Вот так. Очень интересно, что мы вдоль вот этой, с методологической точки зрения, у нас же канал по философии, очень интересно, что мы вот непрерывно движемся вдоль некой осевой линии, где вот эти конвои, да, или конвейеры. Сейчас еще посмотрим, кто они там есть такие. Конвои, конвои, которые этой работой занимались. Мы это постоянно вопросы изучали. Этот. Что здесь из методологического еще такого кажется интересным? Мы знаем, тоже это значит то же самое, Лыков, ту же самую строку. Оно состоит в следующем, что у нас есть большое количество видов, которые живут существенно дольше, чем близкие к ним виды одного и того же рода. Например, голый землекоп. Мышка живет 2 года, редко когда. Голый землекоп, самка живет 40-50 лет, притом очень специфически. По одним признакам она не показывает никакого старения, то есть не стареющая область, а по другим она все-таки показывает это старение какое-то, в общем-то. То есть она как бы стареет и не стареет. Это очень напоминает на тот процесс, который мы сегодня с амфотерином разбираем. То есть старение есть, то есть сенесцентные клетки образуются, но положительной обратной связи не возникает, она разомкнута. Кроме того, и это особенно оскорбительно, я уже многократно говорил, для человеческого разума выглядит то, что какой-нибудь убогий паразит, у которого нервных клеток-то даже почти нет или их очень мало, умеет регулировать старение своего хозяина. Например, это моллюска-жемчужница, которая когда-то жила в северных реках, и все северные женщины ходили в жемчугах северных. Она прикрепляется к лососю, который размножается примерно 1 раз в жизни, редко 2. Он доходит, мечет икру до какого-то места, а потом погибает. Так вот, если она его заражает, и же очень важно существование ее хозяина, он может до 11 раз так ходить туда-сюда. То есть в 11 раз дольше живет, чем должен был, что мог бы умереть. Так вот, с этим простейшая, как, простите, ну почти улитка, да, жемчужина, моллюск справляется, а мы справиться не можем. И вот здесь понятно, почему моллюска с этим вопросом справляется. Это надо разбираться, где он что делает. Либо окисляет амфотерин, либо его простым биохимическим процессом убирает. Это вот такого рода история, которую мы сегодня наблюдаем. Ну, чтобы много особо не болтать, тем более, что полчаса уже прошло, подведем итоги. То есть появилась более-менее правдоподобная теория, которой давно не было, клеточного старения, которая в определенного рода статье показано, что она работает. Является ли этот сигнальный путь единственным путем старения в организме, или есть какие-то другие? Это вопрос открытый.
по большому счету. Но будем надеяться, что он единственный путь. Ситуация здесь, она очень интересно выглядит, как можно лечить человека. Лечить его как-то можно. Ну вот мы знаем транссексуалов, да? Здесь цитокиновый механизм регуляции старения, а у них гормональный, да? То есть смены пола. Если берут фенотипического мальчика и до полового созревания, ему блокаторы тестостерона начинают колоть, потом добавляется к ним другой гормон, значит, эстроген, то он начинает выглядеть и вести себя как абсолютная девочка. При этом интересно, что девочка по-настоящему не становится, потому что гениталии же у него без операции, они оказываются мужскими. Но выглядит он как девочка, и ничего здесь не сделать. И вот здесь вот похоже так же. Если будет возможна такая терапия, то есть у нас будет на самом деле старичок или старушка, но она будут выглядеть достаточно молодо. Непонятно как. Вполне возможно, что это будет видно даже. Снаружи будет видно, кто подвергался такой терапии, кто нет. Ну, типа как Оземпика. Лицо, да, когда люди под воздействием Оземпика, они как бы так узнаваемы на фоне людей, которые терапии не подвергались. Ну вот что-то так в таком духе. Ну я вот считаю, что прорыв. Так что поблагодарим Антона Кузнецова дополнительный раз за донат. За эту статью. Я думаю, что было интересно, и, по крайней мере, выглядит все это чрезвычайно воодушевляюще. И самое главное, все в нашем пути, по которому мы здесь движемся уже лет 6 или 7, а может и больше. Ну, как-то так. Ладно, давайте я посмотрю, вдруг у меня что-то пришло. Так. Здесь мне ничего не пришло. Здесь мне тоже ничего не пришло. Но я понимаю, что все уже устали от новых таблеток. Да, ничего не пришло. Да, препарат. Да, почему-то я его, если не прочитаю, если я прочитаю, то я вижу разницу. Что опять? Да, вот опять. Опять такая вот штука. Будут только дети, пригодные для безобразия его. Ну, непонятно, что будет. Где продают уже? Ну, не продают. Но у нас есть как бы лицензированный препарат, это мелатонип, который, по крайней мере, должен и оказывает вот такое омолаживающее действие. Это не единственный путь сигнальный, который он блокирует. И еще непонятно, но, по крайней мере, он изучен и показан в определенных случаях для применения. Не продают. Опять нашли, каждый раз как первый раз. Да, вот да, опять. Всем доброго воскресного стрима. Спасибо. Был ли когда-то стрим по орбитальной резонанции планет? Да, конечно. Мы в люках Кирквуда долго по ним ходили. Сравнительно недавно был. Штука же чрезвычайно интересная. Вот эта теория Арнольда, Колмогорова-Мозера и все остальные вещи. Мы ходили этим орбитальным резонансом и удивлялись постоянно. Еле-еле починил YouTube на телефоне. Пришлось танцевать с бубном, гитхабом, байда, пай, дипсик. Поэтому поблагодарим этот Skynet. Skynet — это в Петербурге такой оператор, провайдер интернета, на котором YouTube идет. Благодаря которому мне не нужен ни VPN, ничего, чтобы с вами общаться. Я так понимаю, подавляющее большинство Skynet нету, и люди вынуждены страдать с гитхабом. Таким образом, чтобы установить сочетание действующих веществ, требуется разделить молекулы по группам и далее комбинировать их по двойкам-тройкам. Смотреть влияние. Решается за конечное время. Ну вот, так как они работают, подносят, то получается, что большая надежда, что этот путь как бы единственный, что это окончательное решение. То есть я когда прочитал аннотацию,
Ну, в научно-популярной литературе. У меня тоже было такое впечатление, что двойки, тройки, все как прочее. Ну вот, почитав статью, я могу сказать, что есть большие надежды, что это механизм единственный. В пустоте волопаса коллагены не подвергнутся колебаниям внешних параметров. С возрастом коллагены коллокализируются и не заменяются. Старение – это усталость материала. Цитокины – вторая производная. Ну, может быть. Вот. Но человек не машина, у которого устал металл. Микротрещины, поломка. Наши ткани регенерируют. Значит, сам механизм регенерации с возрастом затухает. Да, за счет того, что ну, все с возрастом затухает. Вот как раз получается, вот из-за такого механизма обратной связи. YouTube на Андропа работает через VPN. Ну, через VPN работает. Тартулара. Где здесь Ника, где здесь это? Лактобактерии Болгариус из-за Кей. Но это другое направление, мы его почему-то не разбирали. Ну и существует же, что дело в биоте, да? Поэтому, чтобы помолодить человека, надо пересаживать кал. От молодого человека к старому. И этим даже люди занимаются. Почему-то я эту тему пока на стримах обходил по пересадке кала. Добрый вечер, Игорь. Это тема опасной современного устройства общества. Резкий скачок поголовья людей за счет замедления старения сразу создаст проблему. Энергии так не хватает, будет война. Ну, есть некоторые подозрения, что эмпирическим путем вот это замедление старения уже доступно было людям. Оно было получено и до сих пор скрывается. То есть этим пользуются некие настоящие элиты. А от большинства они это скрываются. То есть одна из версий. Вот такая вот вещь. Выздоравливайте, да, спасибо. Редиску надо жевать. Да, надо. Возможно, механизм старения полезен на уровне вида, чтобы человеческие сообщества тоже регенерировали, а не впадали в состояние Вселенной 25. Хотя мне кто-то утверждал, что это эксперимент фейк. Но мне вот тоже что-то кажется, что это эксперимент фейк. Давайте замутим семинар по псевдоэстетике. А что такое псевдоэстетика? С удовольствием замучу по нему семинар целый. Только что такое, если псевдоэстетика буду знать? Опаусе, Дон Рептилия был. Эх, зря вы постоянно говорите про нострошерих. Ну, меня просто удивляет. Я такую эту... Все время говорю о сознании, форме существования сознания. Людям кажется, что я про нострошерих все время говорю. По нашей сегодняшней теме, про стариков, выглядевших молодо, на канале сделано в СССР полно таких. Гуглите Никита Электрончик, Илья Феликсович. Да, это примерно известно. Я даже видел человека, медика, который утверждал, что он знает, как это сделать. Будто бы куда-то в основании черепа надо просто раствор соли уколоть, и это вот будет так. Вот я слышу вот такое. Я думаю, этого человека уже давно нет живых. Такой процесс был, что когда человек впадает в кому иногда, и потом из нее уходит, или переживает состояние клинической смерти, он после этого перестает стареть. Но далеко не всегда. Но такие люди, прекращающие стареть, действительно есть. Вот такие вот вещи. У кого Теле2 страдают еще больше. Даже Тор заблокирован. Европейская свобода. Добрый вечер. Но Теле2-то уже давно не европейский, а какой-то другой. Его Ростелеком купил. Это просто... Ребята, Ростелеком это зло. У них и такой интернет не работает, и такой, и сякой. Не пользуйтесь Ростелекомом, пользуйтесь каким-нибудь другим провайдером, пока они еще есть. То представьте себе, если Skynet у нас в Петербурге продастся Ростелекому. Это же будет целая трагедия. Как? Я и так зажат со всех сторон. Я уже смотрю в комментариях, иммигранты пишут чаще уже, чем жители, собственно, матушки России. А все из-за блокировок Ютуба. Псевдоэстетика – это злоупотребление формы. Ну, может быть. Ну, вот как-то так. На 65 человек, и у нас нету, насколько я понимаю, ни одного доната. Ну, вот. Ну, вот такая тема. Ладно. Я не мог просто... Я понимаю, что она была бездонатная с самого начала, но я не мог мимо нее пройти.
Я, если кто-то обратил, обладаю редкостным упорством, переходящее в упрямство. То есть, если я начинаю чем-то заниматься или каким-то направлением, то я иду в этом и движусь. Вот как я начал заниматься парабиозом и всем прочим, Гарольдом Катчером. Вот в этом направлении движусь. И не сворачиваю. Даже несмотря на то, что донатов не приносит. А у вас выбора никакого. У нас это вот здесь. Игорь опять сопли пускает. Да, опять, к сожалению. ВК никто каменный писать не будет. Да, ВК никто не пишет. Такие вот вещи. Ну вот я, видел, все время болею. Ладно, завершаю трансляцию. Спасибо.